Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим автобус Икарус 250-59 в масштабе 1 к 43, который вышел в рамках журнальной серии «Наши автобусы» под номером 18 от Madimio Collections. Эти Икарусы появились в продаже в конце 2020 года по рекомендованной розничной цене в 1699 рублей. Но как появились в продаже? Во многих магазинах на них был открыт предзаказ, и кто успел его оформить, тот получил заветную модель Икаруса на свою полку. Кто не оформлял предзаказ, тот вынужден был покупать эти Икарусы чуть дороже или остался без модели, потому что в конечном итоге на них стала очень неадекватная цена. И сейчас посмотрел, во многих модельных магазинах эти Икарусы есть в наличии. Стоят они от 3 до 3500 рублей. И за эту более высокую сумму особого ажиотажа на эти изделия я не наблюдаю. И многие люди ошибочно полагают, что самое главное в журнальной серии это в данном случае модель автобуса. На самом деле это не так. Она и называется журнальная серия, потому что на первое место здесь ставится журнал. Техническая литература. И если мы вспомним европейские портворки, например, издательский дом De Agostini, который был основан еще в 1901 году, то там всегда шел на первом месте журнал, который расширял кругозор подписчика этой серии, а бонусом вкладывали какую-то безделушку, будь то какие-то солдатики, фигурки, бижутерия, космические корабли, самолетики, кораблики, ну, впоследствии легковые, грузовые автомобили. И в России это направление довольно молодое. Первые журнальные серии на территории Российской Федерации появились, если мне не изменяет память, в 2004 году. Как раз тогда зарождалась серия «Автолегенды СССР», «Автомобиль на службе», впоследствии это были легендарные грузовики СССР, наши грузовики и так далее, и так далее. И De Agostini как-то ушел с рынка в 43-м масштабе и переключился на более крупные портворки, а их, скажем так, начинание подхватил Madimio Collections. И как раз мы посмотрим, как получилось оформление журнала у костромского бренда, но, на мой взгляд, оно не дотягивает до уровня издательского дома De Agostini, и здесь очень много поверхностной информации. Также вместе с автобусом и журналом здесь в качестве бонуса положили вот такую очень симпатичную наклеечку, на которой изображен Икарус в классической схеме окраски. И мне подобные иллюстрации всегда нравились, они мне напоминают о старых советских журналах, где на обратной стороне обложки был 1-2 рисунка художника Захарова. Но когда я посмотрел на эту наклеечку, мне сразу вспомнилась модель Икарус 556 от Classic Bass, где тоже в подобном оформлении клали вот такой симпатичный магнитик. И почему Madimio не сделал магнитики вместо наклейки, тоже остается загадкой, ведь магнитик более симпатичный, и больше людей бы собирали эту серию только ради вот таких магнитиков, которые можно наклеить на холодильник. И они многоразовые, вы можете их отклеивать, а если один раз вы наклеите наклейку, то повторное использование, я думаю, будет довольно затруднительным. Но опять же, это просто мои наблюдения, здесь дело вкуса, возможно, кому-то из вас больше интересны наклейки. И давайте уберем блистер, быстро пролистаем журнал. Я уже его проштудировал и повторюсь, что в сравнении с литературой от De Agostini, на мой взгляд, эти журнальчики сильно проигрывают. Здесь для себя я не нашел какой-либо новой информации, обычные красивые фотографии, взятые из интернета, конечно, пафосные названия, Rolls-Royce среди автобусов, слайдерные двери, друг детства, которые можно использовать в видеообзоре, но я, конечно, не буду использовать эти слова. И также вот эти фотографии вы можете спокойно в лучшем качестве найти на просторах интернета.
И я также читал историю Икаруса, например, на таких ресурсах, как Грузовик Пресс, и здесь тоже прослеживается стилистика написания других авторов. Так что, в принципе, мне очень сложно судить, насколько хорош этот журнал. Я небольшой, скажем так, литературный гуру, поэтому, скажем так, все рассматриваю с своей колокольни, но, повторюсь, этот журнал меня не особо впечатлил. И также здесь есть вот такой схематический рисунок, скорее всего, это рендер 3D модели, которая использовалась при проектировке данного автобуса в 43-м масштабе, и даже по этому условному чертежу видно, что очень много просчетов в геометрии автобуса, и, конечно, зная потенциал Madimio Engineering, их богатый опыт, у меня очень много вопросов, почему не могли изначально сделать хорошую 3D-модель. Ну и давайте быстро посмотрим другие картинки. И похожие Икарусы уже выходили в более премиальном исполнении от Classic Bus. И я думаю, у кого из вас есть модель Икаруса от Classic Bus, вам нету смысла тратить деньги на покупку такого журнального изделия. Ну и, конечно, реклама новой серии «Наши мотоциклы» в масштабе 1 к 24. Я более чем уверен, что многие люди просто собирают и эту серию, хотя она какого-то интереса, я думаю, для большинства абсолютно не представляет. Ну и анонс следующего выпуска, который я не покупал. И это пока что первая модель в моей коллекции, и взял ее ради спортивного интереса, тем более много людей просило, чтобы я взял ее для обзора, и вы хотели узнать мое мнение. Конечно, не претендую на истину в первой инстанции, но, повторюсь, у меня в коллекции есть немножко и моделей от других брендов. Конечно, у меня не столь крупная коллекция, как у других людей, которые собирают журналку, но, тем не менее, есть с чем сравнить и, скажем так, есть из чего выбрать. И здесь модель покоится вот в такой фиксационный блистер, который предотвращает ее повреждение при транспортировке. И неудивительно, что в журнальной серии нету дисплей-кейсов, это и удорожание производства. Ну и, в принципе, я думаю, это не столь важный элемент, потому что, повторюсь, это не совсем масштабная копия в прямом понимании, а просто хороший сувенир. И у этого автобуса пластиковый корпус, который немного просвечивает при освещении. И, конечно, выбор материала – это для многих людей больная тема. Я ничего против не имею ни пластика, ни металла, ни изделий из полимера. Если это хороший, качественный материал, то особой разницы, во всяком случае, я не вижу. Но здесь самая большая проблема – это геометрия автобуса. И вроде бы издалека модель похожа на настоящий прототип, но когда вы ставите ее ближе, особенно в сравнении с более дорогой моделью от Classic Bus, то здесь все сразу становится очевидным. Если вы посмотрите на элементы салона, то каждое сиденье здесь, я так понимаю, в виде отдельной детали. Это несомненное преимущество, но сиденья выполнены тоже не самым лучшим образом. Например, отсутствует задняя спинка, получается здесь вот такая ванночка. Если делать доработку, то каждое сиденьице нужно переделывать. Также здесь установили остекление в виде боковой цельной полосы, и форточки на стеклах тоже обозначены не очень аккуратно. Есть и, скажем так, не прокрасы и как будто переливы краски. Я предполагаю, что это, скорее всего, тампа-печать, но очень нечеткие границы. И здесь вот как раз вы можете видеть на уплотнителя как будто рваная идет такая цепочка. Тоже странно, почему при нынешних технологиях не могут нормально окрасить модель. И здесь корпус автобуса – это пластик, окрашенный в массе, а юбка покрашена белой краской. И тоже краска нанесена не очень аккуратно. Здесь вы можете видеть и наплыв белого цвета, нечеткая граница, и также вот такой не очень симпатичный элемент.
то ли это клей, то ли тоже смазалась краска. Не очень хорошо покрашен задний бампер. Светотехника из прозрачных элементов, но тоже смотрится как-то примитивно. Тем более у настоящего автобуса каждый элемент, поворотник, стоп-сигнал и огонь заднего хода – это отдельная деталь. Здесь почему-то сделали блок-фару. У этого автобуса металлическое днище, и в целом оно не сильно уступает более премиальному бренду. Но опять же, мало кто из нас заглядывает под низ автобуса, и когда он стоит на полочке, мы смотрим больше на его корпус, нежели на нижнюю часть. И, кстати, мне в комментариях писали, что у многих людей были проблемы со стеклением, и на боковинках были повреждения. Мне в этом плане повезло, у меня стеклышки более-менее нормальные, но, конечно, здесь не очень хорошие зеркала заднего вида, сделанные из прорезиненного пластика, наподобие как на продукции «Наш Автопром». Они ровно не укладываются. Даже если вы нагреете этот элемент, то в итоге он впоследствии примет свою первоначальную форму. Так что в целом это странное изделие, которое сложно назвать хорошей коллекционной масштабной копией. И здесь, я думаю, нету смысла выискивать какие-то недочеты, потому что здесь все немножко искажено. Издалека вроде бы похож на Икарус, но при более детальном рассмотрении я, конечно, вижу, что это полная халтура. И опять же, эта модель больше рассчитана на тех людей, которые далеки от коллекционирования. И здесь еще один интересный момент, то что на блистере есть вот такая занятная информация. Модель в масштабе 1 к 43. Вложение в журнал «Наши автобусы» является неотъемлемой частью журнала, отдельно не продается, не является игрушкой. Но как это не является игрушкой, в то время как на более хорошем изделии в коробочке от Автоистории крупным шрифтом написано «Игрушка, модель машины в масштабе». То есть вот это изделие – это игрушка, а подобное изделие – это коллекционная масштабная копия. И, конечно, костромские инженеры еще те тролли, и у меня такое ощущение, что они просто ищут, где же то дно, которое невозможно пробить, и вроде бы с каждым годом они делают все хуже и хуже, но находится какая-то светлая голова, которая говорит: у меня есть план, сегодня мы запустим новый бренд «Ласточка», и там мы сделаем такую халтуру и посмотрим, как ее будут раскупать. И люди в итоге все равно покупают эти изделия, и в итоге качество с каждым годом становится все хуже и хуже. И я планирую сделать 4 видеоролика из серии, посвященной этому журнальному Икарусу. Во второй части мы сравним этот автобус с продукцией Classic Bus. В третьей части мы попробуем разобрать этот автобус и выясним, что можно с ним сделать, можно ли как-то его перекрасить, доработать, сколько по цене это обойдется. И 4-я серия будет заключительная. Мы посмотрим на готовый результат моих доработок. Конечно, я не самый лучший конверсионщик, но постараюсь как можно лучше доработать эту модель, чтобы объективно взглянуть, будет ли она конкурентоспособна с более дорогими изделиями. И также в рамках данной серии я хочу разыграть еще один такой Икарус, который я купил про запас. И хочу эту модель разыграть среди подписчиков моего канала. И чтобы розыгрыш состоялся, нужно будет соблюсти определенные условия. Первое, это вы должны быть подписаны на мой основной и второй канал. Ссылку на второй канал я добавлю как в описании к этому видеоролику, так и закреплю первым комментарием под видео. Второе. Обязательно напишите комментарий под этим видеороликом, чтобы я мог выбрать из тех людей, которые написали комментарий. И самое главное условие – это то, что этот видеоролик и последующие 3 из этой серии должны набрать по 1000 лайков. Это не так сложно набрать просто эти лайки, потому что большая часть людей просто смотрят, не проявляют какой-либо активности. Так что если вам не нужна модель, просто поддержите видеоролик лайком, чтобы
чтобы у тех людей, кому действительно она нужна, была возможность ее получить в свою коллекцию. Доставлю в любую точку мира за свой счет. От вас требуется только подписка на мой канал, комментарий и прожать лайк. И как раз в 4-й заключительной части мы подведем итоги. И пишите ваши комментарии. Удалось ли вам приобрести похожую модель Икаруса в свою коллекцию? Как вы ее оцениваете за свою цену? Стоит ли она 1700 рублей? Возможно, вы взяли ее и за 3000 рублей. Хотя у меня большой вопрос, кто в здравом уме будет покупать подобное изделие за такую высокую цену. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. Здесь особо нечего было рассматривать, поэтому больше, скажем так, я высказал свое мнение. И увидимся в других видеороликах. Пока-пока.